С тех пор... С 70-х годов Эмираты Персидского залива под руководством правящих семей, существующих уже сотни лет, переживают беспрецедентный подъем в арабском мире. Но противоречия и путаница не за горами, архаизм и одновременно неистовое стремление быть на передовой современности. Большой разрыв между Западом и арабским миром, и все это в геополитически нестабильном пространстве. 3 войны в регионе за 30 лет, тем не менее. Не забывая об исламской революции у большого соседа Ирана. Тем не менее, все они скажут нам, будь то местные жители или экспаты, что итоги абсолютно феноменальны, и определенная эйфория преобладает. Но это рай. За 4 десятилетия продолжительность жизни увеличилась на 20 лет. Уровень грамотности превысил 90%. И даже отметим, что на 100 жителей приходится более 200 мобильных телефонов, что является симптомом. За 40 лет эмиры потратили 2000 миллиардов долларов на модернизацию своих государств. 2000 миллиардов долларов. Однако они пришли издалека, из нищеты и пустыни, из кочевничества и мира без границ, ритм которого задавали дюны и волны Персидского залива. С незапамятных времен богатство лежало у них под ногами, и они об этом не знали. Первые бурения начались всего несколько десятилетий назад. Говорят о черном золоте и голубом золоте, как будто Эмираты – это обязательно роман, вымысел. Внезапно они перешли из одного мира в другой. С тех пор кажется, что деньги не знают для них границ. Деспотизм и рабство, мания величия – это завораживает и создает стереотипы. Нефть и газ, которые нам нужны для поддержания нашего собственного роста, якобы их развратили. Их это скорее радует. В этом регионе мира постепенно пришлось устанавливать границы, наводить порядок в пустыне и изобретать города. Сегодня ось из 3 городов-государств, кажется, формирует общую амбицию. Доха в Катаре, Абу-Даби и Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. 5 других меньших эмиратов с загадочными и малоизвестными названиями также составляют Объединенные Арабские Эмираты. Аджман, Рас-эль-Хайма или Малькван, Фуджейра, Шарджа. Что мы действительно знаем о них? За пределами предрассудков, какие у них убеждения, какие проекты, какова их история? Один из самых выдающихся историков Персидского залива – это «Эмир». Небольшой рекламный фильм рассказывает нам об эмире и его эмирате – Шардже, о котором мало кто из западных людей знает. 1 миллион жителей, ежегодный рост более 10%. Нефть здесь добывается с 1974 года, а газ с 1982. Счастье будет на месте. Его Высочество, доктор шейх Султан бен Мохаммед Аль-Касими, является членом Верховного Совета Объединенных Арабских Эмиратов и монархом Шарджи. Эмир-историк владеет музеем, который носит его имя, где собраны некоторые личные сувениры. И... особенно одна из самых красивых в мире коллекций старинных карт. Там мы узнаем, что регион был довольно негостеприимным, опасное побережье и в основном населенное пиратами. Покинуть столицу, пересечь кусочек пустыни, и вот мы на месте. Вокруг песок, но здесь все – порядок и красота, роскошь, спокойствие и наслаждение. Закаты одевают поля, каналы, весь город в гиацинт и сон. Мир засыпает в теплом свете. Вы
Можете оставаться здесь весь день, вы не услышите ни звука. И все же здесь работают около 70 человек. Только их нельзя ни увидеть, ни услышать. У них есть частные коридоры и лифты. Никто не может пользоваться этими коридорами, кроме меня. Я построил это место для личного пользования, потому что мне нужно спокойствие, чтобы писать разным людям. Мне нужно тихое место. Я могу провести весь день в своей библиотеке, никто не придет меня беспокоить. Это комната произведения итальянских художников. Это керамика местного производства. Некоторые говорят, что этот дворец похож на Альгамбру, но я нахожу свой гораздо красивее. Я оставил кусочек пустыни в качестве примера, но здесь я все придумал. Это мой дворец, мой дом. Я все сделал сам. Все эти. Досье предназначены для книги, которую я пишу, «Кавасимы и британская оккупация». Появление этих карт совпадает с западной колонизацией региона. Сначала карты были просто описаниями, которые использовали португальцы. Но они не давали никакой точной информации на случай, если они попадут в руки врага. Если вернуться к истории, в 1450 году турки заняли Стамбул. Папа Римский тогда решил прекратить всю торговлю с Востоком. Именно в это время торговцы и моряки начали искать путь в Индию. Когда Васко да Гама прошел здесь, он направлялся в Индию и привез оттуда товары для Португалии. Эта счастливая Аравия, которую португальцы открыли в XVI веке, во всем подобна той, что была снята 60 лет назад. На протяжении веков в этом регионе мира идет война городов. Лагеря, оазисы, рыбацкие деревни, однако в Катаре сияет торговый город Зубара. Первое упоминание о городе Зубара датируется 1600 годом. Ею тогда управляли три большие племени. Племя Бен-Али, племя Селима и племя Махадида, которые составляли одно целое. Город Фария, в то время деревня, был населен племенем Селима, специализировавшимся на ловле устриц. Эти жители полагались на Бахрейн для торговли жемчугом. После 1800 года город Зубара начал подвергаться волнам иностранных вторжений. Это был богатый и процветающий город, который вызывал зависть. Все государства региона мечтали завладеть им. В
В 1830 году турецкие силы при поддержке эмира Бахрейна начали облагать жителей Катара тяжелыми налогами. Чтобы избежать их влияния, жители решили эмигрировать. И это ознаменовало рождение города Доха. Люди залива тогда были в крайней бедности. Их скромное богатство происходило от моря, и не только от сардин. Некоторые граждане даже значительно обогатились благодаря торговле драгоценным жемчугом. Целая эпопея. Везде, пусть и с разной степенью изящества, празднуют жемчуг, который на протяжении веков был одной из немногих деятельностей. Экономическая деятельность народов залива от Кувейта до Дубая через Катар. Тем не менее, люди залива мало пользуются этой деятельностью, которая в основном обогащает индийских торговцев в Бомбее, где жемчуг обменивается, прежде чем попасть в Европу или Соединенные Штаты. Раньше Погружение происходило без какого-либо оборудования. Не было ни маски, ни баллона. Это делало работу особенно трудной. Нужно было нырять на задержке дыхания. Ныряльщик мог задерживать дыхание на 1 минуту 40 секунд, возможно, на 2 минуты, а то и на 3 минуты для самых опытных и талантливых ныряльщиков. И это позволяло им собирать устрицы. Старые эмиратские рыбаки сегодня субсидируются правительством. Им предоставляются дома, внедорожники, маджлисы, то есть места для встреч и бесед. Они теперь часть местной элиты. Старое погружение не было развлечением. Это действительно была изнурительная работа. В наше время рыбаки проводили 3 или 4 месяца в море, но те, что были раньше, проводили более 4 месяцев в море. Вот что такое было старое погружение. Закат солнца мы считали количество устриц, которые каждый рыбак собрал, а потом ели. Не было много еды, только финики и хлеб. Рис был только 1 раз в день и только на ужин. Финики, напротив, были утром, днем и вечером. Что касается воды, то приходилось довольствоваться 1 стаканом на человека. Торговля жемчугом становится колоссальным предприятием. Глобальные транзакции, которые охватывают Нью-Йорк, от Парижа до Лондона, подтверждают космополитический характер жителей залива. Настоящие финансовые империи будут созданы, которые и сегодня остаются важными экономическими игроками, как Аль-Фардан, бывший торговец жемчугом в Катаре, который диверсифицировал свое состояние. Банк, ювелирные изделия, дилер автомобилей класса люкс, недвижимость. Но именно жемчуг является источником его огромного состояния, о котором его небольшой личный музей дает краткий обзор. Флегматичный секретарь перечислит для нас суммы, которые оставляют в мечтах. 12 миллионов, 350 тысяч, 6 миллионов, 2 миллиона долларов, 35 миллионов.
Затем пришли британцы, путешественники и торговцы. Марсельеза. Марсельеза. Британцы почувствовали себя обязанными прийти в залив, чтобы прекратить пиратство. Пираты приходили с островов залива и нападали на корабли, которые шли в Индию. Мы были у себя дома, и нас считали пиратами тогда, как они приходили из Ла-Манша. Как часто бывает с Британской империей, то, что началось как торговый пост, со временем развелось в оккупационную силу, поддерживаемую армией и в конечном итоге британским правительством. До независимости Индии этот регион управлялся так, как будто он был частью Индии. С середины XIX века залив становится частью Британской империи, а в 1873 году его администрация была присоединена к правительству Индии. Вот так. Английское господство надолго оставит след в жизни жителей залива. Необходимо было умиротворить этот стратегический морской путь, и Эмираты будут называться англичанами как государство перемирия. Перемирие чего? Под предлогом борьбы с пиратством англичане утверждаются как опекунская сила и присваивают себе монополию на торговые пути. От Бахрейна до Абу-Даби, от Дубая до Дохи вырисовывается общая история. Абу-Даби 2 миллиона жителей. Дэвид Хёрд и его немецкая жена Фрауке Хёрд-Бэй живут в Абу-Даби уже 50 лет. Он был инженером в нефтяной промышленности. Она историки много писала о государствах перемирия. Государства перемирия носят это. Название потому, что на староанглийском слово. Трус перемирия обозначает мораторное соглашение. Это мораторное соглашение изначально было. Подписано в 1820 году с 11 шейхами, которые обосновались на берегах залива. Это были шейхи побережья, и среди них были шейхи Бахрейна, это был протекторат, что означало, что Великобритания отвечала за их оборону и внешние дела. Речь не шла о том, чтобы управлять правительством вместо них. Шейхи сами управляли, занимались торговлей и принимали официальные визиты. Великобритания была там на случай необходимости. В вопросах обороны и внешних дел договоры обязывали их сначала консультироваться с нами. Британское правительство подписало соглашение с каждым из шейхов. Соглашение предусматривало, что они не могут уступать никакую часть своей территории иностранным державам. Это означало, что ни одна страна не могла строить электростанции или консульства, или любые другие подобные службы. Персидский. Залив уже был в центре обширных торговых путей, связывающих Запад с Азией. Эти торговцы использовали иностранную валюту, индийскую рупию, и в этих портах работали мигранты из далеких стран. Но повседневная жизнь для большинства была крайне аскетичной.
Мохаммед Эль-Фахим, ныне успешный бизнесмен, вспоминает свой родной Абу-Даби. Абу-Даби был примитивным местом. Это была деревня ловцов жемчуга. Не было ни улиц, ни зданий, ни электричества, ни телефонов, ни инфраструктуры любого рода. В течение нескольких часов он будет говорить о антисанитарии, отсутствии школ и больниц. Абу-Даби был всего лишь деревней рыбаков, состоящей из домов из пальмовых листьев. Верблюды и ослы были обычно единственными средствами передвижения. Детская смертность – недоедание. А затем на регион обрушилась катастрофа. Опасность на этот раз пришла из Японии. Удивительно. Господин Микимото изобрел культивированный жемчуг. В 30-х годах производство взорвалось, и то, что было почти единственным ресурсом жителей залива, внезапно потеряло всю ценность. В день, когда разразился кризис, мы были в море. Я был очень молод в то время. Я не знаю, что произошло на суше, но по возвращении вдруг никто больше не хотел покупать жемчуг. Это была катастрофа для населения. Многие семьи пытались вернуться к своему прежнему образу жизни, но многие больше не имели никаких связей с внутренними районами страны. Вскоре после этого началась Вторая мировая война, и население было на грани голода. Некоторые люди, некоторые семьи практически умерли от голода. В разгар ловли жемчуга в 1920 году в Абу-Даби проживало 80 тысяч человек. Но в 60 году насчитывалось не более 2000 жителей. Ситуация была аналогичной в остальной части Эмиратов. Это было не лучше, чем в Абу-Даби. И торговля жемчугом прекратилась в конце Второй мировой войны. Целые деревни рыбаков были заброшены песками. Это была нищета, крайняя нищета. Но в то время как торговля жемчугом болезненно угасала в заливе, на Ближнем Востоке уже начались первые разведки нефти. Долгое время залив входил в интересы Британской Индии. С открытием нефти в начале 20 века этот статус полностью изменился. Нефть была открыта в Персии в 1908 году и эксплуатировалась уже в следующем году англо-персидской нефтяной компанией, которая была тесно связана с британским государством, поскольку оно накануне Первой мировой войны владело более половины акций. С открытием нефти в Персии весь регион залива стал чрезвычайно стратегическим для британцев. С открытием значительных нефтяных месторождений в начале 20 века Персия, Ирак и вскоре Саудовская Аравия подавляют своей мощью Эмираты залива. Придется ждать до кануна Второй мировой войны, чтобы для Эмиратов появилась энергетическая надежда. Первое соглашение было подписано с нефтяными компаниями в Абу-Даби в 1938 году. Но до Второй мировой войны не было много активности и еще меньше во время войны. Работы по разведке действительно начались в 50-х годах. Нефть была впервые обнаружена в Абу-Даби как на суше, так и на море.
Агрессия великих мировых держав над маленькими голодными странами? Нет, мы не говорим Франция, Соединенные Штаты или Англия, мы говорим Exxon, Total, British Petroleum. Большое приключение нефти и газа начинается. Вожди племен, эмиры, бедуины и безработные ловцы жемчуга могут быть несколько дезориентированы. Высаживаются в том же движении когорты западных специалистов, инженеров, ученых, квалифицированных работников, геологов. Но также за ними идут авантюристы, наемники, банкиры с сомнительной репутацией, мафиози и дельцы, которые знают, что золото у них под ногами. На людей залива обрушивается своего рода очень неорганизованный империализм. В их сознании черное золото может быть столь же скоропортящимся, как и жемчуг. Осторожно, чтобы снова не погрузиться в нищету, когда иссякнут ресурсы, пришедшие из недр земли. Это один из страхов шейха Шарбута, который правит в Эмирате Абу-Даби, самом богатом нефтью. Но именно он подвергается критике со стороны западных стран. Он не соответствует новым экономическим вызовам. Потому что для них ничего еще не изменилось. Ни для их принца, шейха Шакбута бин Султана, который не изменил свою жизнь, несмотря на богатство, которое внезапно к нему пришло. Шейх Чакбут оказался в ужасно сложной ситуации. Он был главой. Ему нужно было удержать страну на плаву. Поэтому он правил, как бы это сказать, довольно нервно, но твердо поддерживаемый своим дядей, дорогим халифой. Он был нервным, но все же эффективным лидером. Он защищал целостность своей страны, которая тогда находилась под угрозой со стороны Саудовской Аравии. Действительно, в 1952 году разразился конфликт в Бурайме, оазисе, на который претендовала Саудовская Аравия, поддерживаемая американской компанией «Арамко». Абу-Даби со своей стороны поддерживался британскими компаниями, и дорогой Шарбут должен был защищать целостность своей территории, несмотря на скрытые войны, которые вели великие державы за контроль над нефтью. Кроме того, с годами англичане все больше раздражались на эмира. Сначала шейх Шакбут хранил свои доходы в индийских рупиях под своей кроватью. Затем, когда горы начали двигаться, он переместил свои деньги в комнату под дворцом. И год спустя, когда крысы начали рушиться, он неохотно открыл банковский счет. Сегодня он владелец крупного чека, хотя редко убежден в его использовании. Чарльз. Бут не смотрел на изменения с большим энтузиазмом. Ему не хотелось, чтобы мир менялся. Его брат, дорогой Заид, напротив, был гораздо более общительным и открытым, и он хотел видеть изменения. Надо сказать, что в то время мир очень быстро менялся. Имя произнесено, дорогой Заид. Решение для иностранных компаний, следовательно, придет от брата дорогого Шарбута. Губернатор Аль-Айна, второго города страны, дорогой Заид гораздо моложе и динамичнее своего брата и гораздо более харизматичен. Для нас дорогой Заид был отцом, дядей. Лидером-руководителем. Поскольку не было ни администрации, ни министерства. Каждый раз, когда гражданин сталкивался с проблемами, Будь то социальные, финансовые или административные, они обращались к дорогим хайцам, которые давали фетву или решение. Они служили лидером, судьей, исполнителем, все это одновременно. Аль-Айн – это оазис в пустыне. Дорогой Заид развивает сельское хозяйство и ирригацию. Он становится уважаемым губернатором.
Штаб его правительства в Аль-Айне занял значительное место в Эмирате. Дорогой Заид принимает в своем маджлисе вождей племен, чтобы вместе решать социальные и экономические проблемы. В 150 километрах оттуда, в Абу-Даби, власть кажется застывшей. Если дорогой Шарбут смотрел телевизор, был ли он у него вообще? Он мог бы обнаружить, что представитель Ее Величества все чаще ездит в Аль-Айн, чтобы пообедать со своим новым другом, дорогим Заидом. Мы предпочитали иметь дело с кем-то, у кого было более международное видение событий и кто был за изменения. Поэтому было хорошо, что дорогой Заид пришел к власти в 1966 году, потому что он хотел видеть, как его Эмират трансформируется. Британцы поддерживали изменения и поощряли их. В 1966 году правящая семья договорилась с дорогим Заидом, чтобы он был не только губернатором Аль-Айна, но и обладал властью в Абу-Даби. Это позволило ему управлять как в Абу-Даби, так и в Аль-Айне. Конечно, дорогой Чабут был исключен из этого решения. Он ничего об этом не знал. 6 августа 1966 года дорогой Чабут был приглашен провести лето в Швейцарии. Дорогой Заид теперь обладает всей властью. Дело. Таким образом, было решено в семье, как всегда здесь, и при поддержке англичан. Дорогой Заид вытащит пачки денег из сейфов своего брата и зальет ими страну. Школы, больницы, инфраструктура. Настоящая промышленная и моральная революция начинается. Заки Нусейбе станет ключевой фигурой режима. Он официальный переводчик дорогого Заида, и на протяжении десятилетий он будет делить близость с правителем, движимый безусловным восхищением. Он был человеком народа, это значит, что с раннего утра для него даже завтрак не мог быть. Не мог быть принят в одиночку, поэтому он всегда приглашал тех, кто был рядом с ним, даже своих телохранителей, даже кого угодно, чтобы прийти и разделить его завтрак. Он всегда оставался открытым для приема людей. Он любил людей. Он не мог даже провести день без контакта со своим народом. Он перемещался по всем Эмиратам, не только внутри Абу-Даби, но и в других Эмиратах. Он перемещался везде, чтобы контактировать с людьми. Он говорил с людьми, которые работали на него, говоря: «Вот, вы ответственны передо мной. Я не могу контактировать с каждым эмиратцем. Но это ваша обязанность сообщать мне, если где-то есть нужда». Вся эта активность оживила экономику и торговлю и вернула надежду гражданам. Дорогой Заид дал дома и земли всем. Он построил жилье и здания. Наша жизнь изменилась с приходом к власти дорогого Заида. Абу-Даби, самая богатая столица в мире, возникла из песка. Его шейх, получающий $3,5 миллиона в неделю благодаря своим роялти на нефтяные месторождения, за несколько лет наверстал 2 века отставания. Наша проблема, говорит он, не в том, где взять деньги, а в том, как их потратить.
Мы смеемся над этими маленькими арабскими странами, которые, кажется, растрачивают легкие деньги. Своего рода раздражительный и несколько презрительный патернализм становится правилом, когда речь идет об этих арабах, ставших богатыми, в то время как на Западе 30 славных послевоенных лет подходят к концу. В ожидании завершения строительства своего нового дворца шейх Заед хранит свои Роллс-Ройсы, Мерседесы и Феррари под навесами. Он использует эти автомобили только для скоростных поездок по автостраде длиной в 150 километров, которую он построил между своей столицей и границей Эмирата Дубай. И раз уж есть автострады и автомобили, почему бы не быть светофором? Эмират Дубай в 3 раза более населенный – это совсем другое дело. Его порт, где собрались все расы Ближнего Востока, это гонконгский порт Персидского залива. Перекресток всего, что идет на запад или на восток, это город всех торгов и всех трафиков. В Дубае правит шейх Рашид Аль-Мактум, чью легитимность никто не оспаривает. Расширение его эмирата не основано на добыче нефти, которая будет обнаружена только в 1966 году, а на торговле. У него было чисто экономическое видение мира. Он хотел привлечь как можно больше иностранных капиталов, чтобы построить современную страну в Дубае. Именно он способствовал притоку иностранных капиталов в Дубай. Все началось с золота и более или менее законной торговли с соседними Ираном и Индией. Но это золото только проходит. Стоя $42 за унцию при прибытии в Дубай, оно перепродается за $88 за унцию в Индии, куда оно попадает по таинственным путям. Взамен Индия отправляет мак, который сразу же переправляется в подпольные лаборатории Ближнего Востока, и серебряные слитки, которые делают Дубай вторым в мире импортером серебра. Дубай становится огромной глобализированной платформой и настоящим раем для свободного предпринимательства, но также и раем для контрабандистов. Можно представить себе шпионов, заговорщиков, население с сомнительной репутацией. После золота это будет прибыльная торговля с Ираном, которая будет способствовать процветанию порта Дубай. Я помню, что вначале здесь люди говорили, почему он хочет такую большую сухую док. Они были поражены, что он хочет построить порт такого размера в Дубае. Сегодня порт Джебель-Али настолько велик, что его видно из космоса. Шейх Рашид обладал огромной энергией и был носителем настоящего видения. Он начал с того, что расчистил порт, чтобы корабли могли причаливать прямо в город и разгружать свои товары. Он собрал торговцев, чтобы попросить у них средства. Остальное он занял у Кувейта, он расчистил порт, который стал крупным торговым пунктом в конце 50-х, начале 60-х годов. Эмиры охотно ездят в Англию, великую дружественную и защитную страну. Путешествия следуют одно за другим на протяжении многих лет. Эмиры богаты, но их эмираты хрупки. Нет ни полиции, ни армии, ни действительно независимых институтов, ни внешней политики, ни справедливого государства, племенная организация, зависящая от Великобритании. Даже границы неопределенные. Как оправдать линии раздела, когда пустыня бесконечна? В 1954 году британский дипломат Джулиан Уокер был назначен для проведения границ между Эмиратами. Вот что он мне рассказал. Покойный шейх Заед попросил меня в 1954 году провести границы между Эмиратами. Тогда я объехал Эмираты, регион за регионом и деревню за деревней, спрашивая у жителей, кто их шейх. Если они отвечали, что зависят от шейха Нуайми, я говорил им: «Тогда вы жители Аджмана». Затем я поехал в Шарджу и спросил у жителей, кто ваш шейх.
Они сказали мне, что зависят от шейха Шарки. Тогда я сказал им: вы жители Фуджейры. И карта границ была составлена на этой основе, в зависимости от принадлежности людей к разным шейхам. А потом нефть разжигает жадность. Это месторождение появляется из ниоткуда. Кому оно в конце концов принадлежит? Некоторые маленькие эмираты почти перестали бы знать, как они называются. Вот, номер 1 Дашман прибыл в резиденцию своего правительства. Эмир правит населением в 250 тысяч человек. Древние ненависти или соперничество между племенами, границы, нарисованные англичанами, происхождение основания всех этих маленьких государств – разве это не просто старые воспоминания? Эмир, вот он, это он. Его превосходительство Хумайд бен Рашид Аль-Нуайми не очень любит, когда упоминают о границах его государства. Кем? Они были нарисованы, он не знает. Он делает вид, что думает, что это история, которая уходит в ночь государства. Надо признать, что его территория разделена на 3 территориальных фрагмента. Столица Аджман находится в 60 километрах от Манамы, а Масфут в 100 километрах. Это реальность, которая может показаться немного странной и которую очень трудно обсуждать с эмирами. Сегодня урбанизация в Объединенных Арабских Эмиратах имеет такой же размах здесь, в Аджмане, как и в Абу-Даби, Дубае или в других Эмиратах. Для нас связи, которые объединяют правительство и народ, такие же, как те, что существуют внутри одной семьи. Мы все разделяем одни и те же радости и одни и те же печали. Эмир. Шарджи не лучше обеспечен, чем его коллега из Аджмана, с территорией в виде пазла, в котором не хватает нескольких частей. Эти разделения, унаследованные от договоров о защите XIX века, тогда позволили британцам разделить племенные власти, чтобы лучше их контролировать. Но через столетия эти клочки территорий значительно ослабляют положение этих эмиратов. И в 1968 году неожиданный поворот событий. Англичане уходят. Сэр Уильям Льюис, посол и специальный посланник королевы Англии в заливе, приехал в Эмираты, чтобы объявить правителям о решении британского правительства вывести свои войска из региона до конца. 1971 года. Эмираты залива внезапно почувствовали себя очень уязвимыми. Они богаты, но все еще предстоит изобрести. Если англичане уходят из залива, то это потому, что в 1968 году Британская империя уже не та, что была раньше. Экономический кризис, деколонизация. В то время популярная пресса кричала о колониализме, империализме, капитализме, всех этих ужасных словах на изм. И британцев осуждали в заливе и повсюду. Но это не важно. Британское правительство внезапно оказалось в необходимости экономить. Поэтому оно решило сократить свое военное присутствие к востоку от Суэца, что подразумевало уход с военных баз в заливе или в регионе в целом. Это было единственное решение. В 1968, когда англичане объявили о намерении покинуть регион, страны залива были действительно напуганы, потому что не существовало армии, было много споров вокруг.
с этой нефтью говорили, но как мы можем обеспечить нашу независимость и суверенитет? Мы знаем, например, что шейх Заед, который осознавал серьезность ситуации, Предложил заплатить, чтобы британские войска оставались дольше. Но правительство, конечно, отказалось от этого щедрого предложения. и было известно, что в то время существовали проблемы между Эмиратами, также были споры с соседями, так что существовала серьезная проблема безопасности. Однако одна идея утверждается. Люди залива должны создать большую федерацию. Шейх Заед возглавляет переговоры. Что строить? Соединенные Штаты Залива? Вдохновиться европейской формулой? В любом случае, каждый начинает мечтать о большой арабской стране, которая будет одновременно моделью стабильности и процветания для всего мира. В любом случае, это вопрос выживания. Шейх Заед, этот новый король нефти, сначала объединится с шейхом Рашидом, королем торговли. Ось Абу-Даби-Дубай вырисовывается с усилием. Вначале шейх Рашид из Дубая был очень подозрителен. Он не думал, что возможно создать современное государство с армией и всем остальным. Шейх Рашид был очень практичным человеком. Для шейха Рашида политика была вещью, которая его не интересовала. Это бизнес, это интерес государства, это торговля. Но на самом деле они установили очень теплый контакт. Два человека часто встречаются в дворце шейха Рашида в Дубае. Но в Эмирате Рас-эль-Хайма эмир Аль-Касими выражает сомнения по поводу доминирующей позиции этих двух людей. В Катаре эмир Аль-Тани опасается за суверенитет своего королевства. От Эмирата Эль-Кувейн, где правит семья Аль-Муала, до Эмирата Фуджейра, от Аджмана до Шарджи, правящие семьи обсуждают. Не все Эмираты так же богаты, как другие. Потерять свою душу и местную власть, чтобы слиться в федерацию, неизбежно доминируемую шейхом Заедом из Абу-Даби и его другом шейхом Рашидом из Дубая? Потому что все это прежде всего семейное дело. Два племени, которые не всегда были друзьями. И сами семьи не мягки друг с другом. Передача власти часто происходит в страданиях. Такой-то эмир убивает своего дядю, чтобы занять его место. Такой-то сын свергает своего отца, уехавшего в путешествие. Другой убивает своего брата, чтобы занять его место. Консультации. Следуют одна за другой. Они продлятся более 3 лет. Эмиры встречаются, подписывают предварительные проекты, отказываются от них. В то время Великобритания имела привычку пытаться объединить свои бывшие колонии. В конце концов, как я уже сказал, это были протектораты, а не колонии. Как бы то ни было, британцы хотели, чтобы страны залива оставались едиными, чтобы лучше утвердиться. Было бы лучше, если бы они оставались вместе и образовали более крупную группу. Но в основном по семейным и географическим причинам два северных государства, Бахрейн и Катар, пошли каждый своим путем. На самом деле не было проблем с другими Эмиратами, кроме того, что Катар и Бахрейн не соглашались по некоторым вопросам, таким как границы и валюта. И поскольку у каждой страны была своя точка зрения на вопрос, они не смогли договориться. Катар объявит о своей независимости в сентябре 1971 года. Несколько недель спустя Объединенные Арабские Эмираты сделают то же самое. Рождаются нации, которые все еще помнят о жемчуге, который когда-то сделал регион могущественным. Что они будут делать со своей свободой, эти люди залива? Какие проекты для нового общества они будут продвигать?
Флаг Эмиратов будет украшен цветами, напоминающими империи Золотого века ислама. 4 полосы, которые вместе символизируют единство арабской нации. Но едва став автономным, регион уже колеблется. Иран немедленно захватывает маленькие острова, которые он предъявляет Объединенным Арабским Эмиратам. Всего 100 жителей, но это чрезвычайно стратегический клочок, так как он находится у выхода из Ормузского пролива, через который ежегодно проходит более 2000 танкеров. Персы пользуются неустойчивостью этих арабов, ставших слишком уверенными в себе со своей большой федерацией. Мы не боимся иранцев, мы будем защищаться всеми нашими средствами. 5 эмиратских жандармов останутся в одиночестве перед армией Шаха. Саудовская Аравия уже добилась успехов. Она расширила свои границы за счет Эмирата Абу-Даби. Дорогой Заид позволяет этому происходить. Его навязчивые соседи должны стать его новыми защитниками. Он предпочитает стабильность своего молодого государства войне, которая на данный момент с 3 пушками и несколькими самолетами не имела бы шансов на победу. Бывший иракский дипломат Аднан Пачачи, уехавший в изгнание в Абу-Даби в 70-х годах, очень быстро становится близким сотрудником шейха Заида и входит в первое правительство Объединенных Арабских Эмиратов. Шейх Заид хотел укрепить отношения и покончить с проблемами границ. Именно поэтому он пошел на многие уступки. Он говорил, у нас достаточно нефти. Если мы уступим несколько земель, богатых нефтью, нашим соседям для обеспечения мира и безопасности вдоль наших границ, это не страшно, так как у нас достаточно для собственных нужд. В Катаре молодое государство ищет себя. Через 6 месяцев после обретения независимости, в феврале 1972 года, кузен эмира использует модернизацию, чтобы сместить правящего монарха, обвиняемого в бездействии и чрезмерном личном обогащении. Но это было действительно слишком личное обогащение. Благодаря телевидению он информирует свой народ, что теперь именно он будет управлять королевством. Ничто не должно останавливать прогресс. Старый эмир по просьбе своего кузена отправляется на зимние квартиры и в золотое изгнание в Лондон. Но вскоре разразится война судного дня, которая изменит ситуацию. Египтяне и сирийцы одновременно атакуют Израиль. Главным последствием этого конфликта стал нефтяной кризис 1973 года. Страны Персидского залива решают увеличить цену на баррель нефти на 70%, а ОПЕК сокращает производство, чтобы оказать давление на Израиль и его союзников. Эмираты, Катар, арабский мир с этого момента знают, что они могут влиять на экономическое будущее всего Запада. С нефтяным эмбарго 1973 года мы увидели, как цена на энергию взлетела. Это ознаменовало начало того, что некоторые экономисты считают крупнейшим перераспределением богатства в истории человечества. Текущий кризис уже сегодня погружает нас в эпоху дорогой нефти. Трудности с поставками, рост цен вынуждают нас ограничивать наше потребление. Но возможно ли это? ОПЕК была создана в 60-х годах, и в Абу-Даби мы давно являемся ее членами. Изначально роль ОПЕК заключалась в обеспечении более справедливых ставок для стран-производителей нефти по отношению к нефтяным компаниям, которые до этого доминировали на рынке. Именно они устанавливали цены и квоты на производство, а также определяли размер налогов, выплачиваемых странам-производителям. Затем, начиная с 1973 года, после первого нефтяного шока цены значительно возросли, и вдруг страны-производители нефти оказались в доминирующем положении. Происходит перераспределение богатств, которое никто еще не осознает в полной мере и не способен оценить его влияние. Петромонархии теперь влияют на судьбу мира, но это не учитывает нестабильность региона. Вскоре разразятся войны в Персидском заливе, которые поставят под угрозу эти маленькие островки процветания.